Okay, and Okay. Mariana, 3, 2, So I can't see it. I can't. Are you going to zoom in on it or I can give it a little bit more? I don't know. Can you see that? You see? Not. Okay, and Mariana, 3, 2, 1. Today is March 20th, 2024. I'm interviewing Maya Kleinberg. My name is Mariana Sauls. We are in Brooklyn, New York, USA, and the language of the interview is Russian. Oh, and 3, 2, 1. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Клейнберг Майя. Вы можете по буквам сказать? Конечно. По-русски или по-английски? Буквы. Можно по-русски, если... Конечно. Так как на русском. К, Л, Е и кратное Н, Б, Е, Р, Г. Спеллать как гимназия. Клейнберг. И ваше имя? Майя. М, А и кратное Я. Майя. Как звали ваших родителей? Мамочку мою звали Фрума Голда Ицхаковна. Но, конечно, проживая в Советском Союзе, было ее имя-отчество Фрима Исаковна. А на самом деле на записанном в еврейском календаре, или как там, Фрума Голда Ицхаковна. Папа Григорий Аронович Клейнберг. Где вы родились? Я родилась в городе Одесса в 1940 году, в ноябре. Если можно, сколько вам сейчас лет? Конечно, мне сейчас, соответственно, 83. У вас братья или сестры? У меня есть 2 сестры. Я самая старшая. Средняя сестра Исана родилась в 1947 году, и самая младшая в 1953 году. Исана и Люба. Любовь Григорьевна. Исана Григорьевна, Любовь Григорьевна. Как звали ваших бабушек и дедушек? По маминой линии бабушку звали Елизавета Натановна, бабушка Лиза, и дедушка Исаак. По папиной линии бабушка Хая Сура, двойное имя у нее было Хая Сура. Коган ее девичья фамилия, а по дедушке, по мужу Клейнберг. А дедушка мой Клейнберг Арон Ефимович. Но он пишется Арон Хаймович. Значит, Арон Ефимович. Какое у вас самое первое воспоминание? Воспоминание о чем? Прошу прощения, что вы имеете в виду? Воспоминания. С каких пор я себя помню? Совершенно, спасибо. Я себя помню примерно с 4-летнего возраста. Вот когда мы после эвакуации вернулись в город, где родились мои родители и родители моих родителей, а город назывался в то время Проскуров. И я помню, что наша квартира была занята, в которой мы жили до войны, и там жил временно какой-то работник военкомата, и не освобождали, пока не вернулся папа. То, собственно, папа нас и привез из эвакуации. И пошел там в горосполком, и как раз была бумага. Это не был собственный дом, это был государственный
квартира, в которой жил мой дедушка, соответственно. И мы поселились сначала в 9-метровой комнате, а потом уже в двухкомнатной квартире, в которой так я все детство и провела свое. В городе Проскурове, который стал потом Хмельницким с 1954 года. Скажите, что вы помните о эвакуации? Я не могу помнить, потому что меня вывезли когда мне было 8 месяцев. В возрасте 2 месяцев, когда мне стало 2 месяца, родилась в Одессе, моя мама и мой папа, они были студентами. Мама была студенткой Одесского медицинского института, а папа был студентом Одесского технологического института мукомольной промышленности. И когда началась война, когда мне исполнилось 2 месяца, я не давала никому спать в общежитии. В общем, я была на искусственном питании по объективным причинам. И бабушка моя, мамина мама, меня забрала. И таким образом с 2-месячного возраста я уже жила с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Я жила в Хмельницком. Дедушка мой был начальником областного управления планового отдела банка по маминой линии. Он образован был, и у него была большая должность. И когда началась война, Вторая мировая, для нашей страны это называлось Великая Отечественная, началась она 22 июня. Учитывая, что наш город Проскуров тогда был на западе восточной левобережной Украины, то есть уже через речку Збруч уже шел город Тернополь, и это уже была Западная Украина, которая была под Польшей до договора Риббентропа и Молотова-Риббентропа, этот секретный акт, когда разделили Гитлер и Сталин разделили Украину западную. А мы были как раз через дорогу, поэтому, когда зашел немец 22 июня, буквально через пару недель они уже были в нашем городе. И когда до этого, буквально в этот короткий промежуток, понимаете, да, между началом войны, и дедушка одним из первых был эвакуирован, потому что это был банк. И когда они хотели меня забрать, то вышла моя прабабушка. Как вы поняли, родители мои были очень молодыми, они были студентами, а я была, и, соответственно, прабабушка и прадедушка были моложе, чем я сейчас в своем возрасте. И они говорят: куда вы берете этого ребенка? Он не выдержит. А ехали на восток, никто не знал, где, куда, кто остановится, поездом. Поэтому бабушка моя ответила, что ребенок поручен мне, и где будем мы, там будет этот ребенок. Таким образом, они меня взяли в поезд и уехали на восток, в то время как моя мама оставалась под бомбежками в городе Одессе. И когда Одессу начали бомбить, она пошла пешком до Николаева. Кто знает примерно Украину, тот знает, это примерно 100 километров от Одессы. И она шла пешком под бомбежками. Сначала это мама, а по рассказам моей собственной мамы, что когда она шла, сначала она кинула чемодан, потом она кинула все, что было в руках, потому что у нее ноги, а потом обувь, и ноги у нее были исцарапаны. И вот тогда впервые она узнала, что такое антисемитизм, потому что когда она стучала в окна кому-нибудь, чтобы пустили ее ночевать, то только на какой-то, не знаю, какой случай, вот это уж я не помню, 5-й, 6-й, ей открыли, чтобы она хотя бы переночевала. И так она дотянулась до города Николаева. И благодаря, папу, буквально вот так, как
мои эвакуировались, папу прямо со студенческой скамьи призвали в артиллерийское училище. И, соответственно, он уехал, как будучи будущим офицером Советской армии. И действительно, он в свое время на фронте руководил знаменитой «Катюшей». Это первый реактивный снаряд, который был изобретен в России, в Советском Союзе бывшем. И благодаря папе она связалась с папой, и папа, он в это время еще был в тылу, он по ускоренной программе закончил это артиллерийское училище. И мама через него узнала, где нахожусь я, моя бабушка и дедушка. Но случилось ужасное, потому что когда мои бабушка и дедушка дедушка уже устроился в Мордовии, то есть это уже на востоке, такая есть автономная была республика в России, Мордовская ССР. И город Саранск, который был, по-моему, столицей, уж я не помню. Короче, это где-то в Мордовии. И в один прекрасный день, когда уже мама их нашла, он пришел на перерыв, ему было ровно 47 лет, почувствовал себя плохо и сказал маме, которая была студенткой 2-го курса мединститута: ты же будущий врач, доченька, что-то мне плохо. Он не успел это сказать, короче, он скоропостижно умер от обширного инфаркта. Им осталась мама, конечно, студентка и бабушка, которая не работала. И опять-таки через папу они узнали, что дедушка по папиной линии был так называемым трудовом фронте. Он уже по возрасту не подходил к мобилизации. И он работал как бы в Южном Казахстане, город называется Текели. В книге, которую я посвятила моим бабушкам, дедушкам, моей семье, там есть справки, которые подтверждают, где эвакуации были и где я находилась, когда соединились семьи бабушки, дедушки по папиной линии и по маминой. И мама уехала в Алмату продолжать свою учебу. Это было завещание дедушки Исака. Что бы ни произошло, но ты, Фримочка, должна закончить институт. И она уехала в Алмату учиться, а я оставалась бабушкой. Вторая бабушка работала как бы в колхозе, на полях, а дедушка в каком-то производстве. Это был город Чимкент, недалеко от Чимкента, и граница с Узбекистаном. Вот таким образом меня довезли. И был очень интересный эпизод. Они по дороге, бабушка и дедушка, когда меня везли, у нас была семья, с которой очень дружила семья моих родителей. Это была такая семья в нашем городе Проскурове. Она была известный доктор детский, она была ревматологом, кардиологом, которую я потом унаследовала в своей специальности. И когда она встретилась с кого-то знакомых, она говорит: я встретила семью Коин, потому что бабушкиная фамилия Коин была по маминой линии. И там они везли маечку, это была абсолютная доходяга. Я даже не знаю, или они ее довезли. И по воспоминаниям моей бабушки, она рассказывала, и соседи, которые были тоже в этом же поезде, что не было воды напиться, везли не в то, что это поезд, но он был как теплушки, как товарный, закрытый, и не хватало воды. И я просила воды, и мне давали воду из лужицы на каких-то стоянках. И я заболела ужасным, расстройством желудка. И моя бабушка Лиза рвала на себе какие-то частицы белья постельного, ночных рубашек, разрывала и выкидывала через окно, потому что если бы кто-то узнал,
если бы кто-то узнал об этом, их бы вышвырнули из поезда, чтобы скрыть. И вот это все по рассказам. И мне рассказали бабушка и дедушка, что на одной из остановок, это было даже, как он говорит, в Воронеже, дедушка пошел и на базаре купил мне яблоко. И вот а мне было, соответственно, 8-9 месяцев, примерно вот так было. И они мне как-то дали яблоко, и как бы яблоко мне помогло. Но сначала я считала, что это легенда, но потом я стала студенткой медицинского института, педиатрического факультета, из которой я узнала, что яблоко – это не просто полезный продукт, который богат всякими витаминами, но он содержит в себе вот такие вещества, как называемый пектин, который прекрасно регулирует работу кишечника. Недаром американская поговорка говорит «one apple a day and doctor is away». И вот это яблоко меня вроде как спасло. Вот такое мне... Ну, а там уже мы жили уже в эвакуации. Я была ребенком, конечно, тоже по рассказам, потому что мне рассказали, что такое рык, как там искусственное было, искусственное поливание земель, потому что мы из очень плодородной земли родом, из Украины. Вот там у нас чернозем шикарно. Ну, для них там другие вещи, конечно, росли. А там все-таки это уже Средняя Азия, юг. И поэтому там были арыки, в котором мы... Ну, это уже рассказы такие бабушек и дедушек. Вот такой ответ. Скажите, как звали вашу прабабушку и дедушку? Прабабушку и прадедушку, которые не хотели меня отпускать в эту дорогу, а бабушку звали Добцев, как мама ее называла, а потом, когда мы уже нашли архивы, Дебора. И дедушка, прадедушка Абрам. Мой дедушка Исаак Абрамович. Значит, Абрам и Дебора. Коин. Фамилия очень-очень значимая. И когда я была в Израиле, и мы спускались в это, в общем, это была интереснейшая экскурсия. Ну, и мы все знаем, что из первосвященников, которые были допущены в эти потом разрушенные храмы, то Коин и Коган – это святая фамилия. И я и по одной линии Коин, и по другой линии Коган. Вот. Так что из Коинов. Вот такая. И какая у них была судьба, у прабабушки и дедушки? А это очень интересный вопрос. И, значит, буквально как только зашли немцы, ну, через буквально несколько дней, как они меня не отпустили, хотели не отпустить, во дворе дома, прямо перед глазами домработницы, которая у них жила, бабушка Варвара, я еще ее уже помню, мы вернулись с эвакуации, я потом об этом скажу. Прямо во дворе дома их расстреляли немцы. И прабабушку, прадедушку. И у нас есть там, откуда я, значит, в нашем городе Проскуров, есть такой большой камень, где была установлен памятник, такая, как ров такой, это большой. А потом на этом месте установлен памятник жертвам фашистской оккупации. И там останки моих прабабушки, прадедушки, которых расстреляли. Это по этой линии. И мой папа, в благодарность уже, когда бабушка Лиза умерла, она была похоронена у нас в Проскурове, потому что сразу после войны она была еще молодой, она вышла в эвакуации замуж, уехала в Москву. Но потом, уж я не помню, что было, она вернулась в Проскуров. И она умерла в 1965 году, она была 1900 года
ей было 65 или 66 лет. И папа всегда клонился перед ней за меня, за то, что она спасла меня. Потому что меня, соответственно, не было бы, если бы бабушка послушала. Вот так. И, значит, вы вернулись, значит, ваша семья вернулась из эвакуации. Да. И расскажите немножко о вашем детстве. Значит, я вернулась первая, когда папа в 1944 году, после всего, что пережито было на фронте, что есть совершенно отдельная и очень интересная история. Вот, я очень много лет посещаю клуб любителей книг, и мы каждые 5 лет, наш клуб выпускал такое эссе, посвященный 5-летию, 10-летию, журнал. И я написала как раз вот в память о своем отце «3 случайности в жизни Григория Клейнберга», как он выжил и как он вернулся с фронта. Но это большая отдельная история, когда он вернулся в 1944 году забрать нас из уже город Проскуров был освобожден. Он был освобожден где-то в конце 1943 года. И уже можно было возвращаться. Но, или в 1944-м. Но моя мама, она не попала на фронт только из-за меня, потому что я была маленьким ребенком. И она была военно обязанной. И она работала в колонии для заключенных, в какой-то страшной колонии, где-то там в Южном Казахстане. И ее не отпускали. Папа вторично ездил за ней. Но меня и бабушку, и дедушку по папиной линии, а бабушка уехала в Москву, которая меня спасла, а эти бабушка и дедушка возвращались, и мы приехали, это точно, я знаю, и записано документально, в 1944 году, в начале 1944 года. То есть вот это время я уже помню, и можете представить, что я даже помню День Победы, 9 мая 1945-го. Расскажите. Мы тогда еще не жили в своей квартире, потому что у дедушки моего была бронь, так как он был в трудовом центре, но там жили другие люди. И мы жили у каких-то очень-очень дальних родственников, Бог знает где. Вот. И вдруг, значит, по радио у нас было такое радио, и я помню вот эти лица счастливые и слезы бабушки и дедушки, что, в общем, война закончилась. Для папы она раньше как бы закончилась, потому что после 2-го ранения, очень большого в ногу, он больше не возвращался на фронт. Так он в 1944 году закончил. 1941-1944. Да. Как вы осознавали все, что происходило в это время? Ну, как ребенок? Что было происходило? Я только помню хорошо, когда папа уже привез маму, и мама пошла на работу, и был ужасный, ну, как бы сказать, ну, не то что голод, ну, очень бедно, очень тяжко жили. И я никогда не забуду, это уже лично мои воспоминания, меня отдали в детский садик. И то, с чем нас кормили, это забыть я не могу. Это какая-то, я даже не знаю, в общем, называющаяся рассольником. Это такой как бы суп, где должна была плавать картошка и какие-то такие огурцы, которые были похожи на кабачки, на скваш. Они были готовы. Но они были такие, как бы, простите, ну, пахли не очень хорошо. Я просто запомнила. Я всю жизнь, может быть, уже в возрасте, когда я была 30 лет, этот суп назывался рассольник. Но я его не могла есть. Я запомнила вот этот вкус этого ужасного супа, вот эта ужасная бедность и убожество. Но я еще другое помню. Я помню, как, будучи в садике, мы изучали песни всякие. Вот мои ученики меня спрашивали, какая вам песня в детстве запомнилась.
Я не могла ответить на этот вопрос, потому что то, что мы действительно пели, это хвала Иосифу Сталину, вот этому маньяку, бандиту, как хотите вы его называйте. И мы пели песни, посвященные этому выродку, извините за не парламентское выражение, этому маньяку. И мы пели, как мы ему побежали, как мы ему несли цветы, какое спасибо, ну, содержание там. У меня подружка со школы, она здесь жила, к сожалению, она сейчас болеет. Она все слова помнит. Я даже забыла, как она, но помню, как она звучала, как мелодия это звучала. Ну, в общем, короче говоря, вот такое было детство. Но было главное и большое. Это моя семья, которой вот я посвятила свою книгу, потому что в этих 2 комнатах мы жили 7 человек. И кроме, вот, как я говорю, то, что называется love and respect, любовь и уважение, тепло, в котором я воспитывалась, это на всю жизнь запомнилось мне. Поэтому все, ну, как бы, недоедания, все другие, они, конечно, ушли на фоне того, в какой семье я жила. А у вас соблюдались какие-нибудь традиции еврейские? Обязательно, обязательно. Моя бабушка по папиной линии была из религиозной ортодоксальной еврейской семьи. В особенности моя прабабушка, бабушкина мама, в честь которой я названа, Мария. А она была даже, как по рассказам бабушкиного брата, который был намного ее моложе, на 14 лет, и в доме которого я жила, когда я была студенткой во Львове. И бабушка была не очень разговорчивая, потому что, ну, она была не разговорчивая, она была благороднейшая и потрясающая женщина, которая на мое воспитание очень большое влияние оказала. Но она меньше рассказывала. А дядя Боря, как младший ее брат, он мне очень много рассказывал. И вот он мне рассказывал в числе этого, что я немножко сбилась с мысли, прошу прощения. Значит, я говорила до этого о бабушке, ее благородстве, и то, что дедушка мне рассказывал, что бабушка была до фанатичности религиозная, и ей даже не разрешали, моей бабушке, встречаться с дедушкой, потому что в еврейских семьях соблюдалась такая некая клановость. То есть, если ты духовно больше, там, в синагоге, дедушка там служил, в синагоге, это было чуть выше, чем мой дедушка, который носил косоворотку. То есть, он был представителем рабочего класса. И поэтому, если бы не этот несчастный погром в 19 году, где все полегли, и бабушка имела 11 штыковых ран в спине, которые я видела своими глазами, и крики, которые были найтмары, кошмары, которые она кричала во сне. Поэтому она мало-мало все рассказывала. И вот дядя Боря мне вот это все рассказывал, что дедушка, когда начался, он уже тогда в революционных войсках был, надо знать историю эту всю нашей Родины прекрасной. И он он спас ее. Дядя Боря, которого я жила, который мне все это рассказывал, был ранен в ногу. Ну, а бабушка, все остальные всех убили в этом погроме. 2 тетки успели. Одна в Парагвае, одна в Америке. У меня есть в этой книге мой племянник нашел архивы и нашел бабушкину сестричку, которая работала медсестрой здесь в Америке и похоронена здесь. Вот, он нашел ее.
Но она очень давно, до нашего приезда в Америку умерла. Но никакой связи. Как, Да, слушаю. как ее звали? Как звали? Одна Бейла, одна сестра Бейла, а второе Рейзл. Значит, Роза и Белла. И по фамилии? По фамилии они были Розовские. Это бабушка, это родственники... Ой, вру. Нет, Коэн, конечно, Коэн. Или Коган, да, Коган. В вашем доме была традиционная еда? Абсолютно, абсолютно. Мы жили в Советском Союзе. Дедушка мой в 1953 году был репрессирован нашей прекрасной властью. Поэтому все скрывалось. Но я понимала, что что-то не то. И я спрашивала своего дедушку Арона, папиного папу. Я говорю, что бабушка верит в Бога? И он отвечал мне, твоя бабушка очень честная. И я с детства, с маленького понимала, что тот, кто верит в Бога, кто верит в Бога, он очень честный. Я не понимала больше ничего. Но не было такого праздника. Абсолютно все. Я помню прекрасно Йом-Кипур, когда бабушка одевалась чистенько, когда она она соблюдала весь пост, а вся семья как это? Какая религия? Папа мой знал, конечно, но мама была из очень такой совершенно другой семьи. А вот бабушка моя там кончила гимназию, там мне все учились в Сорбонне, там родственники, там совершенно другой клан. Вот. Они были очень светские, там вот насколько мне рассказывала мама. А там, где я воспитывалась, я абсолютно все праздники. И, значит, и вот и Пурим, у нас мы говорили Пирим, не Пурим, а Пирим. Дальше Рош ха-Шана у нас называла Рош ха-Шуним, и немножко иначе произносила. Но, во всяком случае, все соблюдалось абсолютно. Я никогда не понимала, почему бабушка, не дай бог, перепутать кастрюльку. Это не было 2 плиты, но обязательно кастрюлька только для молока, кастрюля только для мяса. С этим я выросла. Отдельная кастрюля для компота, и все это соблюдалось. Только потом, в возрасте 13 или 14 лет, я уже немножко знала об исходе, об истории Пасхи, но это отдельная история. А до 13 лет я ничего не знала. Но знала, что бабушка верит в Бога, и что она очень честная. Какие были отношения в вашем окружении между евреями и неевреями? А какие были отношения в семье? В семье или в моем окружении? Соседи, окружение, соседи. Должна вам сказать, что наш двор, у нас был такой дом одноэтажный, где был дом кирпичный, красивый дом. У меня картина дома висит специально в память о доме моей на Роза Люксембург. Он был разделен на 4 семьи. И у нас, значит, одна семья была из Полтавы родом. Вот он был военком, которому отдельно дали квартиру, и мы могли вернуться с дедушкой на Броню в эту нашу двухкомнатную квартиру. С другой стороны была тетя Шура Кириллова, они из Урала, и были еще соседи лубенцы, это чистые украинцы. И бабушку очень уважали. Все называли не Хая Сура Гершковна, а говорили ей Сара Григорьевна. На празднике она всегда угощала. Дети, я впервые узнала, что я еврейка, а детей меня назвали жидовкой. Я не знала, что это такое. И я только поняла, что это что-то нехорошее слово. Я пришла домой и говорю: папа и маме, что такое жидовка? Где ты это слышала? И я сказала, там, я знаю, мальчик или девочка, они нехорошие, ты их не слушай.
Вот. И вот когда меня во второй раз так назвали, я скажу, у меня папа военный бывший, он вам придет и что-то сделает. Вот такое было. Ну, что говорить, и антисемитизм был государственным, поэтому что говорить о бытовом. Но вот среди окружения моего, может, потому что у мамы была такая профессия, и мама была просто ангел по характеру, поэтому ее настолько любили. И кто отмечал, у нас очень много поляков, которые таких освоивших, ну, смешанных, мы были на границе с Польшей, по сути. Через речку Сбруч была, хоть Тернополь, но это бывшая Польша. И нас окружали такие деревни, в которых жили выходцы из Польши. Они как бы смешанные, их называли мазуры. Вот так их называли, мазуры. Вот. И у нас таких было очень много в родильном доме, где мамочка работала по приезде. Она закончила небольшие курсы, и она пошла в акушерство-гинекологию. И Бог ее в темечко поцеловал. Она была вообще врачом от Бога, абсолютно. И, конечно, ее любили акушерки, ее любили все абсолютно, а соседи, ну, ее не могли любить. Это всегда улыбка на лице, доброжелательность. И когда она уже была очень немолодой, она могла вести роды по телефону. Там знакомые, которые там старались, она их вела по телефону. Ну, а уж как ходили, это отдельный разговор. Вот. И поэтому, как мои племянники еще помнят ее, вот, светлой памяти, надо же сказать, что она умерла в день рушения башен-близнецов, только в 87-м, не в 2000, она 9/11, 11 сентября она умерла. Вот. Поэтому как бы потом были уже дальше в институте, потом на работе я сталкивалась с вот этим государством. У меня была главный врач больницы, который она была зоологической антисемиткой, просто зоологической. Вот, не давала мне продвигаться, уже был друг, слава богу, она ушла потом в Горздрав, и уже наш следующий главврач Григорий Иванович, он ко мне прекрасно относился и дал мне возможность карьеру мою улучшать, ну, когда я начала уже работать. Ну и в институте, помню, были моменты очень такие, на экзамене очень такой был тяжелый момент, где я столкнулась. Вот. А так я бы не сказала. То, что понятно было, государственный антисемитизм, это я на себе ощутила, когда поступала. Как это уже отдельная история интересная. Вот. Может, вернемся к этому. Расскажите немножко вот ваши школьные годы, ваши интересы. Мои школьные годы, значит, я поступила в школу в 1947 году. Мне еще было неполных 7 лет, потому что я ноябрьская, как вы понимаете. Вот. И мои школьные годы вообще, как бы мне... Мой самый любимый, будете смеяться, но я гуманитарий по своему, так сказать, вообще. Математика мне сложнее давалась. Только благодаря тому, что папа у меня был очень строгий, и вообще он считал, что боялся, что меня избаловали бабушки за время войны. Так бабушка, дед ко мне, папа очень был строгим ко мне и следил за моей учебой. И когда мне не получалась задачка, я мучилась, и папа закрывал меня в другой комнате, пока я не догадаюсь, пока я не решу. Вот так он меня воспитывал, немножко такими строгими методами. Но, конечно, тянулась я к литературе, к языку. И с 3 класса мы изучали английский. И я влюбилась в мою любимую ученицу Марианну. Кстати, это для меня очень дорогое имя. Марианна Васильевна Степаненко была фамилия. Я никогда в жизни не видела англичан. Мне было всего 8 или 9 лет. Но мне казалось, что все англичане похожи на нее. Она была учительницей английского языка. И даже когда я закончила, последний был звонок,
И у нас была встреча, ну, проводы всех 10-классников тогда. И я подбежала к классной руководительнице с букетом и к Марьяне Васильевне. И папа мне с мамой говорят: почему ты к Марьяне Васильевне? Говорит, это моя любимейшая ученица английского языка. И я хотела поступать в университет на ИНЯС. Но мой папа мне сказал, папа, что медицина – это специальность в мире и на войне, в тюрьме и на свободе, и при любом режиме. Ну, если бы мама поехала, ничего бы не помогло. Она повезла, может, меня в университет, у меня была тогда тот год, 57-й, золотая медаль. И поэтому меня как бы без экзаменов должны были бы пропустить. Но, в общем, это большая история. Ну, я была еще, мне 17 лет нет было, я такая наивная. Я увидела этот архитектурный ансамбль во Львове. И почему мы поехали во Львов? Потому что это самый близкий был к нам. Он ближе, чем Киев. Вот. Но правда, в Виннице, Винница 240 километров от нас. И Тернополе тогда только открыли тоже лечебное дело при Тернопольском мединституте. Но у нас никого там не было. Я самая старшая, мы не самые были люди богатые, мягко говоря. Поэтому для нас мы поехали во Львов, потому что там работал вот бабушкин брат, дядя Боря, и у них была шикарная во Львове квартира 4-комнатная, потому что он тоже, придя с войны, он демобилизовался именно во Львове. Поляки бежали в Польшу, которые были, и он занял шикарнейшую квартиру. У него было 3 детей, так что и бабушка, и дедушка, но там для меня это были хоромы. Но я ездила с бабушкой еще до окончания школы во Львов. И это была очень дорогая, близкая нам семья. И дядя Боря мне сказал: ты пойди посмотри, не обязательно ты подаешь документы. Я увидела эти кусты сирени, этот архитектурный ансамбль. И я пошла как овца за папой. И пошла, и мы подошли, и там лечебный факультет, санитарно-гигиенический факультет, педиатрический факультет и фармацевтический факультет. Мы подходим к лечебному факультету, а я стою рядом, и он говорит, он не сказал, что потому что я еврейка, и я не это. Нет, он говорит, вы знаете, мы предпочитаем давать места местным кадрам. Я так про себя думаю, ну, слава богу. Нет, папа переходит к педиатрическому факультету. Набор был 100 человек и 10 человек медалистов. А мы сразу после выпускного сразу поехали во Львов. Значит, если была бы позже, ничего бы не было. Я попадала в 10, потому что у меня какая-то была 3-е или 4-е заявление подано. Ну, и он спрашивает папу, а почему вы не поехали в Винницу или не поехали в Тернополь? Он не сказал, что нету места или предпочтения какое-то. Почему вы не поехали в Тернополь или в Винницу? На что папа отвечает, там нет педиатрического факультета, а мы хотим, чтобы дочка была детским врачом. И все, и меня берут. У меня единственное собеседование было, и тут уже мамочка помогла, почему я решила поступать в медицинский институт и так далее. Я там такое написала сочинение, которое это чисто формально. И я была принята во Львовский государственный медицинский институт на педиатрию. Не на лечебное дело, а на педиатрию. Вот так и случилось. Да, давайте вернемся немножко назад. Как на вашу семью повлияло то, что они пережили? Ой, пережито было больше, чем могло бы себе представить. Начнем до войны нет. Это очень длинная история, я боюсь, что это много времени займет, но история моей семьи – это история нашей страны. Значит, вкратце,
дедушка, который спас бабушку от погрома 19-го года, он состоял в партии «Бунт». Это была такая революционная партия, которая от других, они тоже участвовали в этой революции 17-го года, в которой было, что не обязательно, это была не сионистская история, что надо уезжать обязательно в Палестину, что да, жить на территории бывшей России, но иметь возможность еврейских школ, чтобы еврейское образование и как бы самоидентификация состоялась у евреев. Но с приходом победы большевиков все партии, которые их было до черта, эсеры, не буду перечислять, и в том числе партия «Бунт» тоже была распущена. И на этом дедушка закончил свою революционную деятельность, скажем так, это было буквально в начале, когда кончилась гражданская война, даже где-то в 20-е, папочка уже родился в 20-м году. И, казалось бы, все. А потом началось сталинское время. И кто-то просто его предупредил, дедушку, что начинают рыть всех, кто когда-то был причастен к какой-то революционной деятельности. Папа был мой, это был 37-й год, 36-й год. И папа был в 10 классе, они его оставили, они просто убежали в Киев. И как-то это было мимо и прошло. Но в 53-м году, это уже был конец, а началось это было после войны 48-й, 49-й, когда убили этого Михаэлса, и началась вот эта борьба с космополитами и прочее, прочее. А вот когда было дело врачей и вся эта история, это было страшное время. И 11 февраля 1953 года по доносу какому-то, и дали дедушке очень плохую, правда, не с правом переписки, 58-ю статью «Враг народа». Якобы, что он кому-то сказал, он вообще портной был, и он руководил там всякими ателье, мастерскими, какой-то был, такую пост занимал. И кто-то написал на него донос письменный, что он якобы сказал, что наша мануфактура лучше, что иностранная мануфактура, то есть это значит ткани и все лучшее, чем у нас в Советском Союзе. И этого достаточно было. И это была целая эпопея. Дедушка вернулся только в конце 1955 года, и то не реабилитирован. Он не был спокоен до тех пор, пока его не реабилитируют. Она пришла уже, эта Бурмашка, после его смерти. И папа по всем инстанциям, мой папа, прошедший войну, и будучи то, что он пережил, и ему сказали, что когда он пошел к главному КГБшному начальнику, ему сказали, будешь, он говорит, папа сказал, что я до Сталина дойду, но папа ни в чем не виноват, будешь много говорить, будешь есть парашу вместе со своим отцом. Вот. Но дедушка, конечно, никаких 10 лет не прожил там, а это уже был конец. Этот уже, прошу прощения, сдох 5 марта 1953 года. Дедушка досидел до декабря 1955 года. Я была тогда в 9 классе. Вот. И он вернулся в это телогрейки с этим деревянным чемоданом, он вернулся и говорит, рассказывал мне, зато, Маечка, я с такими людьми встречался там, с профессорами, академиками, боже мой, это сталинское время. Вот так мы это пережили. Очень тяжело наша семья, и бабушка моя очень плакала, потому что у него началась куриная слепота, то есть у него был недостаток, его уже забрали в 1953 году, а он был 87-го года, 87-го, 13,53, то есть ему уже было 66 лет, когда его забрали.
И отправили таки опять в Мордовию, мордовский ГУЛАГ, куда мой папа ездил, он ездил, и у нас сохранялась вот такая переписка с прокуратурой СССР уже было больше, потому что дед уже знал, он сказал, меня бить не будут, я не позволю, я во всем признаюсь, я совсем соглашусь. Но это счастье, что это уже был конец, там уже немножко уже, но все это пережито было. И он приехал, и его активировали, то есть его не реабилитировали, в чем разница. Как бы судимость у него не была снята. Но он не мог смириться с тем, что он ни за что сидел. И он начал добиваться этой реабилитации, и писал, и писал. И он умер в феврале 1961 года, а в мае 1962 года пришла нам вот такая бумажка, что Клейнберг Григорий Аронович, значит, в общем, реабилитирован, потому что не было состава преступления. Но он не дожил. И нам дали там какие-то небольшие деньги, за счет которого поставили ему памятник в этом нашем городе Проскурове. Стоит ему памятник. Вот такая судьба деда. И несмотря на это все, и папа, для того, чтобы быть ближе, он поехал, тогда строилось, были затребованы очень такие инженеры, как мой отец, по переработке зерна, мукомольная промышленность, все это. И он поехал на покорение Целины в 1954 году, дедушка еще сидел, чтобы быть рядом, и первый раз он еще не мог ему ничего не рассказывать, что он пережил в этом своем лагере. А уже потом он уже рассказывал, уже были другие времена, уже было можно. Благодаря тому, что это все те документы, благодаря которым уже дедушку потом освободили, потом и реабилитировали. Что вы помните о именно том дне, когда умер Сталин? Как будто это было вчера. Я сказала, что у нас дома папа с бабушкой, с дедушкой разговаривали на идиш. И папа сказал деду, когда он умер, дед уже был арестован, бабушке он сказал, ну все, папа скоро будет дома. Потому что тогда считалось, что это плохие остальные люди. А Сталин ничего не знал. Сталин ничего не знал. Уже потом мы узнали, что это все благодаря ему. Вот, к сожалению, великому, повторяется не в такой степени, больше в виде фарса, но трагедия огромная. То, что не могу не сказать об этом, что это просто параллель. То, что было в 30-е годы, в конце 20-х, 30-е, в начале 50-х, 40-е, вот это правление вот этого маньяка, и вот это Путин. И пока Запад не поймет, что он страшнее Гитлера, порой, я считаю, хотя Гитлер это тоже сделал, то, что он сделал с семьей моего покойного мужа, там погибли все абсолютно родственники. Нечем рассказывать, понятное дело, что это был за нацист и что это был за преступник Гитлер. Но Сталин ему не уступал. И вот эти слова я хорошо помню. А вот теперь мой папа будет дома. Но в школе я была отличницей. И у нас в школе была огромнейшая статуя в такой нише в коридоре, наверное, 4-метровой высоты стоял Сталин. Бюст, не бюстовый, я не знаю, что это как при жизни, монумент, скажем так, да? Монумент, вы понимаете меня, огромный рост. И наклеены были такие красная такая повязка с черными этим самым. И мы стояли как бы в карауле почетным, когда он сдох, Господи, прости меня, понимаете?
И я стояла рядышком, а наша классная руководительница, Татьяна Борисовна, это был 7 класс, я была в 7 классе тогда. Так она так рыдала, и в классе плакали, а я не плакала. Я не плакала, я не понимала почему, но я не плакала. Но в почетном карауле я стояла. Такой был режим. Нельзя было показать, что я там радуюсь. Боже упаси. Вот. Ну, потому что это день, когда дедушку арестовали, я буду помнить тоже всю жизнь. А когда в 4 часа утра они постучали, мамочка моя была в роддоме с моей младшей сестренкой. У нее было сильное осложнение, у нее была температура 39. Она родила 7 февраля, 11 февраля они вошли в дом в этих сапогах и в этих куртках. 4 утра с понятыми, соседкой через стену этой тети Шури Аладько, которой мы жили душа в душу, и еще с одной соседкой, которая дальше жила. Они сразу, папочка сказал, чтобы мою среднюю сестричку, Исану, быстро, ей было тогда, это был 53-й год, соответственно, ей было около 7 лет. Около 7 лет. И ее забрали к соседям. Я была в этой комнате, я уж не знаю, это я не помню, я была одета или меня одели. И начался этот сумасшедший обыск. Они пооткрывали все, что там было у нас дома, повыворачивали все из ящиков, все выкидывали. И мой дедушка, когда я писала это все в книге, я плакала, потому что я помню, как сегодня, которого я обожала. Он стоял на коленях перед папой, и говорит, по-еврейски папу звали Эршеле, Эсенька, и папа говорит ему, Эршеле, я перед тобой не виноват, я ни в чем не виноват, я ничего не сделал, но, говорит, я не дам себя мучить. Вот тогда он сказал эту фразу. И вот этим перевернули все. Они искали антисоветскую литературу. Что же они искали? Антисоветскую литературу. Я знаю, может быть, они еще религиозную. Я не знаю, что они искали, но они искали. И его забрали, деду. Все. Я осталась дома. А мне нужно было идти в музыкальную школу. Я была настолько глупой, что единственное, чему я радовалась, боже мой, что я не буду уже теперь ходить в музыкальную школу. Во-первых, они описали, хотя это был дедушка, ордер был на его квартиру, а мы это уже как бы другая семья. Всю мебель они описали, ему дали как бы 10 лет с конфискацией имущества. Потом они, просто исполнитель судебный, его жена с мамочкой работала в роддоме. И благодаря ему за какие-то просто какие-то копейки вернули швейную машинку «Зингер», потому что у меня бабушка прекрасно шила, она была белошвейкой до революции, она шила белье, она обшивала нас, она шила нам платьица детям, вот. А дедушка был портной по пошиву мужской одежды. Поэтому у нас была швейная машинка «Зингер», какой-то там приемник, я не знаю, какой забрали. И, конечно, у нас был инструмент, который когда-то у настройщика был, тоже была, в 1947 году была реформа, и за копейки папа у него купил пианино, потому что первый год учебы в музыкальной школе я была без... это была платная, за музыкальную школу нужно платить. Они решили проверить, какие у меня способности, и тогда купить этот инструмент. И вот они мне купили немецкий инструмент, немецкое пианино с прекрасным звуком, как потом этот настроящий. И его тоже вернули. Вот. Но у меня был урок в музыкальной школе.
И я пошла в музыкальную школу, учительница уже знала. Город был небольшой, я ничего никому не говорила, я понимала, что дедушку арестовали. И говорит, что дедушку забрали твоего. Я говорю, да. Я, наверное, уже в музыкальной школе не буду учиться, сказала я ей, но не моего папы. И как бы ни жили, мягко говоря, музыкальную школу все-таки 8-летнюю закончила. Традиции, образование – это было на первом месте, что бы ни случалось. А кто были ваши друзья в те годы? Друзья? Да, Мои национальности. лично друзья. У меня были подружки настоящие, у меня появились в 7 классе. До этого у меня так не было особенно подружек близких. А вот уже к 7 классу у меня были очень хорошие подружки по сей день. Они обе живы, к сожалению. Одна вот Генечка болеет, она вот перенесла инсульт, не очень здорова. И Светочка, моя духовная вообще подружка, у нее тяжелейшая Альцгеймера и тоже здесь. Светочка Вайсман и Геня Грузман, по мужу Маргулис. Это мои очень близкие подружки. У нас же школы-то были отдельные. Были женские школы и были мужские школы. Только с 8 класса уже смешали девочек и мальчиков. Но я еще училась в школе. Ну, женская школа была, номер 5. Mariana, 3, 2, 1. Мы остановились на том, что говорили о ваших подругах. Как продолжалась дальше ваша личная жизнь? Спасибо большое. А моя личная жизнь, где-то... Ну, у нас был город, как вы уже поняли, небольшой. А мой муж, вообще-то, он совершенно коренной одессит. Он и родился в Одессе, он вообще родом из Одессы. По отцовской линии. Его брат был главным художником филармонии одесской, Файленбоген его была фамилия. А Юрочка учился на финансово-экономическом институте в Одессе. И на каникулы родители его жили тоже в нашем Хмельницком, то есть бывшем Проскурове. Ну и какие были развлечения на каникулах у студентов? У нас были то, что называется дискотекой сейчас, а тогда это были такие танцевальные площадки. И было в одном из парков, у нас был очень красивый зеленый город, хоть он небольшой, тогда он был там около 200 тысяч населения, но там у нас было 2 танцевальные площадки. Один в парке имени Коцюбинского и один парк имени Франко, имени 2 украинских писателей. Это была все-таки Украина. Вот. И там в основном был летний кинотеатр в парке Франко напротив стадиона. И там то, что сейчас называется «тусовались», молодежь. Кроме того, прочего, у нас очень хороший пляж, как наш город стоит в устье на Южном Буге, короче говоря, в начале Южного Буга, потому что Южный Буг впадает в Черное море, так же, как и Днепр. Но начало его в наших районах, на Подоле. Наша область когда-то называлась Каменец-Подольская. И там сделали еще после войны, ее расширили, и там шикарный пляж. И мы, конечно, туда ходили купаться, загорали, играли и общались. А вечером мы ходили на ту танцплощадку. Вот и он как бы пригласил меня на танец. Мы там потанцевали, он меня проводил. И каникулы закончились, и мы даже ничем не менялись, тогда не было ни мобилок, и не у всех были телефоны. Ну, у нас, конечно, был телефон, я так уже шучу. Но, во всяком случае, короче, так, прошли каникулы и прошли. Вот.
А это было летний. Это было лето 59-го года. То есть мне еще не было 19 лет. Вот. А зимой и зимние каникулы уже после Нового года. Уже наши студенческие зимние каникулы. И мы опять-таки гуляем по нашей дорогой центральной улице 25 октября. Я со своими подружками, он со своими друзьями увидел меня. И вот уже мы стали, с этого момента мы уже стали встречаться. Научился-то он в Одессе, а я во Львове. И когда он, в общем, короче говоря, он то есть дал мне понять, что он не просто так встречается и прочее, прочее, прочее. И, короче говоря, когда... А мне еще было учиться, он старше меня был на 2 года. 38-й год. А в мединституте, в его институте всего 5 лет обучения, а в моем институте 6 лет обучения было. И поэтому, ну, немножко не совпадали, но это не мешало, когда он закончил, и он приезжал ко мне на практику, когда я училась, и под Львовом была на практике. И на 6-м курсе он пришел к родителям моим и попросил руки. То есть мы поженились в 62-м году. В 1962 году мы с ним поженились. В 64-м Как его родилась... звали? А? Как его звали? Его звали Юрий, фамилия его Файленбоген, что в переводе из еврейского на русский «радуга». Файленбоген. Файленбоген фамилия. Да. Но я не перешла на его фамилию не потому, что она такая неблагозвучная, а по просьбе бабушки. Я была самая старшая из моих сестер, и подошла ко мне моя бабушка и на своем идыше сказала мне, что я прошу тебя, доченька, в память о дедушке, мы все 3 девочки, и в память о дедушке, чтобы я носила фамилию деда. И я согласилась, и Юрочка не возражал, так что я всю жизнь так и осталась на своей девичьей фамилии Клейнберг. Я никогда не меняла. И что было дальше в вашем семейном опыте? Ну, значит, он закончил, у него была специальность у Юры экономика промышленности. Но тогда у нас в Советском Союзе все было не как у нормальных людей в мире, а потому что, вот, например, в Ленинграде, где есть педиатрический институт, где есть первый медицинский, где есть педиатрический факультет, не хватало врачей, потому что врачей кидали из Ленинграда черти куда, в какие концы Советского Союза. В Ленинграде не хватало педиатров. А у нас было точно так же, ну, куда-то в какую-то дыру заталкивали. И когда я, значит, но замужем давали свободный диплом. Поэтому у меня, так как я уже была замужем за Юрочкой, поэтому свободный диплом, я уже приехала и уже, ну, устраивалась. У нас была областная детская больница и городская детская больница. И я устроилась. У Юры была специальность экономика промышленности. И он практику проходил как банковское дело. Он был потрясающим. А потом на заводе, благодаря тому он, будете смеяться, он блестяще играл на аккордеоне и был абсолютно музыкален, что я со своим 8-летним образованием даже не близко не была настолько одарена, насколько он. И тогда было модно вот эти самодеятельности, и пошла моя свекровь, она такая была боевая. Вот, это то, что об антисемитизме, что не шибко евреи с экономическим образованием брали, у нас был очень популярный этот завод трансформаторных подстанций, второй по величине на Украине, который там трансформаторы и там все прочее выпускали. И так он попал на этот завод трансформаторный, на котором он и был до конца своей, к сожалению, очень короткой жизни. И он работал начальником отдела, ну, в общем, работал по специальности, экономистом, все. Его называли, тогда не знали других, когда он так рано умер, так его называли
наш Карл Маркс, ну, считалось, что он бог экономики, значит, в смысле, он мне говорил, что не существует экономики, политэкономии социализма и не существует политэкономии капитализма и социализма. Есть экономика. Это такая же специальность, как женщина должна 9 месяцев, чтобы родился ребенок, также экономика. А в нашей стране, он ушел в 1978 году, он сказал, в нашей стране эта страна не выдержит, она держится благодаря сумасшедшим ее ископаемым. Древесина, газ, нефть, вся таблица Менделеева, золото, прииски, все это есть. Только благодаря она внеэкономическая система, она не может продолжаться долго. Поэтому я была готова к тому, что этот Советский Союз рухнет. Когда мои ученики меня спрашивают, как вы отнеслись к тому, что Советский Союз рухнул. Вот я им объясняла. Так что я была очень ученая к тому времени, как Советский Союз рухнул. И он не дожил до этого дня. Вот так. У вас дети? У меня единственная дочь. Ее зовут Марина. Марина Фаленбоген, по мужу Поташник. Вот, и у нее замечательные 2 внуков, и моих 2 правнуков. Как их зовут? Внука зовут Юрий. К сожалению, если бы можно было двойное имя, как мы бы в это время жили уже здесь, так у него было Джозеф, имя двойное. По этой стороне и по этой стороне, по папиной и по маминой. Но назвали его, потому что дедушка еще был жив, его папа, он же очень рано ушел, и он бы не просил меня, если бы мы не назвали в честь его памяти Юрочка Юра. Юрий. Вот. А внуков зовут, правнуков моих зовут Анна и Лио Джозеф. Двойное имя у него. Лио Джозеф. Лев. Ну, в честь родственников там. Так дальше. Давайте немножко вернемся назад. Как вы все-таки реагировали, когда Союз рухнул? Как я реагировала? Ну, я вообще не очень была счастлива, честно сказать. Потому что так нас воспитывали, мы были настолько... Для меня было ужасно непривычно, что как бы Украина тоже стала отдельной. Тогда для меня еще это было не так привычно. Потому что при всем при том, мы потом уже все поняли. Но в нашем городе, в Украине, в нашем украинском городе было 2 или 3 школы, так называемые, украинские. А все остальное было все на русском языке. Это было тоже как бы вот как бы не говорить, но это факт, русскоговорящая, русскоязычная культура. Понимаете? Истории болезни нужно было переписывать, работая в больнице в детской, вести карточки на украинском. Это было сложно перестроиться. И кроме того, оно-то хорошо назваться, но там все было переплетено с точки зрения экономики. Хотя она была не готова, но так она была устроена, что все было, все рушилось. Но хорошо, что у меня вот зять мой, он уже в то время, к тому времени они уже были женаты, они поженились в 1986 году, мои дети, в 1986 году. Но и он строитель по своей специальности. Он быстро сориентировался, начали быть эти кооперативные разные... это даже не намек на частную собственность, но что-то такое подобное было. Вот. Но это было защищено. Ну, просто раз... Он говорит,
И тут либо надо в криминал идти, когда дети объявили, что ни одного дня они не хотят жить в этой Украине и вообще в этой стране, они хотят уехать, потому что, говорит, мама, он мне говорит, мама, вы поймите, что если действительно что-то хочешь заработать, это надо идти через криминал. Я на это не могу идти. Все, об этом разговоров не могло быть. Вот. А так как моя дочка вообще историк по своей специальности, она закончила исторический факультет пединститута Каменец-Подольского. И, конечно, для нее тут специальности такой не было, но она закончила полуторагодичные курсы специального программирования, и она работала в очень успешной IT-компании, пока там уже это было, как это называется, абсорбция, когда уезжали, она устроилась на городскую работу, потому что было сложно очень устроиться в этих... Она не то, что она заканчивала, она всегда себя считала она прекрасный исполнитель, но чтобы сочинять самой программы, у нее не было для этого никакого бэкграунда на гуманитарий. Но она очень успешно работала, и так что все путем. В каком году вы эмигрировали? В 1994 году, в ноябре, 27 ноября 1994 года я прибыла сюда. И как вы как бы себя подготавливали к этому? Ой, это отдельная тяжелая история. Дело в том, что папа очень хотел, чтобы я с ним поехала вместе. Папа уехал в 93-м году в декабре. Но я просто не могла себя собрать, чтобы поехать. Я обожала свою работу. Я потом поняла, что одна моя зарплата, один телефонный звонок, дети поехали с дедом, я еще оставалась. Мне нужны были, в общем, я не могла себя заставить ехать. Я понимала, уже все документы были, уже все, но мне очень тяжело было расставаться. У меня еще были другие обстоятельства, но факт то, что я не... И когда один телефонный звонок, это почти моя зарплата, когда рушились все эти деньги, все эти все вещи, которые пришли с этой перестройкой, с этим падением Союза, так я поняла, что мне тут просто физически делать нечего. Ну, хорошо, работает очень хорошо. Вот, но надо ехать. Тем более, что я знала, Мариночка была уже тут, и она мне сказала, что, мам, в моем возрасте уже взять обязательно интернатуру, то есть я пропустила, может быть, 2 года. Если я приехала хотя бы на пару лет, но на 2-3 года раньше я подтвердила бы здесь диплом и работала, но никак не могла расстаться с могилами. Мне мамочка ушла, меня, в общем, не могла расстаться. Говорю, как есть, честно. Тяжело очень расставалась. Вот. И смерть папы здесь скоропостижная. Когда мне дочка сказала, мамочка, не оставляй меня здесь одну, вопросов уже не было. И я сюда прилетела сама. И как вы продолжали вашу жизнь Ну, здесь, в Америке, я не с просто вами? продолжала, я поставила себе задачу, первым делом язык. Вот, потому что язык мой был как школьный САС, в институте это насмешка над изучением языка этого английского. Вот, и все, что можно было, сестра моя здесь была, она здесь раньше меня была, моя родная средняя сестра, с 91-го года сразу начинает читать. Я пошла в Тура колледж и проучилась, пока подружка не приехала. И я бросила, и дочка моя говорит, мама, еще немножко я получила бы сертификат, как он назывался, вот это первая степень образования здесь, я сейчас уже немножко забыла. Вот. И меня забрасывали письмами, чтобы я вернулась. Я взяла даже 2 программы, изучала психологию и изучала
диетологию просто по курсу колледжа. И, конечно, язык, и, конечно, мне очень повезло, потому что я ж попала в Наяну еще в 94 году. И я все курсы, которые были в объявлениях, и там такое было, значит, индивидуальные беседы, волонтеры, американцы, волонтеры. И одна у меня была Джин, как сейчас помню, и второй у меня был Генри. Генри Адлер его была фамилия. Значит, если ты имел 3 уровень, а мне на проверке я немножко, как я готовилась к отъезду, все-таки я готовилась, что я понимала, что мне нужен язык. Но со мной работала медсестра, дочка которой взяла академический отпуск. Она на иностранных языках, училась на факультете иностранных языков. И она принесла мне приемники, там еще дома, в Хмельницком. Принесла мне такой репродуктор, или как он называется. Поставила мне беседы, и я ей сказала тогда, как сейчас помню, ее дочке. Она была выпускница Винницкого института иностранных языков. И я говорю, нет, я так не могу изучать. Я должна понимать, я не могу зубрить. Я язык должна понимать. Давай мы быстро пройдем грамматику. Когда мы пройдем грамматику, дальше уже будет видно. Вот. И мы так и сделали, потому что, чтобы она думала, что я там на ухо, как звучит, я потом поняла, конечно, уже и в колледже, и как я изучала, что английский язык – это язык контекста, потому что одно и то же слово, но оно обозначает совершенно противоположное, неожиданное для тебя значение. Поэтому очень важно читать. Значит, все вещи. Я начала читать литературу, простую, такие простые, как Даниэла Стил, она очень простым языком пишет, начала читать. Я училась прямо в колледже, училась языку, учила литературу, мы писали эссе, все, что изучает колледж, плюс другие там дисциплины. И наконец, я увидела в этих 2-месячных посещений Наяны, что с 4 уровнем языка есть такой волонтер Генри Адлер. И я взяла этих обоих волонтеров. То есть эту Джин, с ней она была простая, то есть она входила в круг любителей Шекспира, я не могу сказать, что она была простая, но беседы были на уровне, что ты сварила, что ты, вот такая беседа была. И я иногда привозила то, что я там детям готовила, я жила 5 лет с детьми вместе. И так мы сдружились, и я даже посещала в госпитале, она попала не Маус, а Бес Израиль госпиталь, я тогда еще, вот. И я настолько была далека от английского, она позвонила моей дочери и говорит, она найдет, где я живу, потому что я записалась. И Мариночка, моя дочка, говорит, она найдет. Я говорю, Мариночка, как я найду? Потому что спросить я могла, но слышать ответ я не понимала. Мне было 55-й год. Не то, что мне на ухо было сложно тогда определять. И вот эти беседы потом начались. А с Генри, это просто, я даже посвятила тоже эссе в одном из наших альманахов, посвященном, не помню, или 10-летию, или 15-летию клуба нашего любителей книг, потому что я написала о памяти моего друга. Он умер 12 лет тому назад. И я, значит, попала к нему, значит, в 95-м, начале 95-го года примерно, 95-го года, и почти до того времени, как он заболел. И вот там уже были беседы. Он был очень любознателен и интересен был тем, что он был жертвой нацистской Германии, немец по происхождению. Господи, немецкий еврей, я прошу прощения, уже заговариваю. Он сюда морем поехал в двоюродного брата, они все прошли концлагеря. Но, в отличие
от славянских, от восточноевропейских евреев, своих евреев немец не расстреливал, не сжигал в печах, я прошу прощения, не сжигал в печах. Они на рабском труде, и как раз почему он волонтерил именно с выходцами из бывшего Советского Союза, только потому, что именно лагерь, в котором он находился, был освобожден советскими войсками, потому что он находился не на территории даже Польши, а на территории Чехословакии. Их перевозили из одного концлагеря в другой, и так как советская армия освободила Чехословакию в 1945 году, и они, не возвращаясь в Берлин, сели уехали в Гамбург, и морем они поехали сюда, в Америку. И я никогда не забуду, как он мне говорил эту фразу, которую только позавчера сказала. У меня гости были своей сестренки. Как он говорил: «It is easy to be a Jew in this country». И так жаль, что, к сожалению, мы пока, в настоящее время, он не дожил, он не верил, он был таким убежденным демократом. И я столько о нем рассказывала своему внуку, что он говорит: бабушка, ты не переживал, что я демократ, но я центрист, я такой, как твой учитель. Нет. Да. Но я думаю, что он уже ближе, он понимает уже, потому что он работает юристом и так далее, он понимает разницу, во что превратилась Демпартия, к великому сожалению, и республиканская. Вот, поэтому вот это мой учитель, он мне дал незабываемо много, кроме того, что он профессиональный ювелир. Он показывал мне свои работы, они были на выставке в Швейцарии. Он нашу группу, с которой он был, как я к нему попала, то есть я с ним занималась, как я к нему попала. Те молодые, которые он волонтерил в нашей группе, которая была при Наяне, они пошли дальше учиться. А вот такого возраста, как мы, оставались с ним еще на 2. Это действительно настоящая волонтерская работа. Ему было очень интересно вот, видеть советскую интеллигенцию, которую как бы он не знал. Откуда ему было знать? Он вообще его мама была голландская еврейка, а отец был германский еврей. И благодаря к чему они долгое время уже носили эти желтые звезды, но мама была блондинкой, ее не принимали как еврейку, и только тогда она могла в Берлине, они жили в Берлине, она шла на рынок, чтобы что-то купить, потому что с этой желтой звездой она даже не имела пойти на обычный рынок и купить тебе продукты. То есть я узнала об этом ужасе нацизма от Генри. Это просто потрясающе. И когда он никогда не возвращался, ему было 14 лет, когда он тут работал на тяжелом производстве тоже. И участник Корейской войны. Это мой учитель. Вот я ему посвятила тоже свой рассказ. Какое у вас сейчас отношение к еврейству здесь, в Америке? Мое отношение к еврейству – это очень интересный вопрос, мне задали, Мариан. Ну, евреи – это есть евреи. Но для меня было дико, но это уже я и поняла при Генри. И я с ним на эти темы говорила. Он говорил, что он не понимал, он считал, что если навязать этим адовым, вот этим как диктаторским режимом, навязать демократию, это невозможно, что вот они восстанут, и тогда, и значит, они свергнут правительство. И я ему говорила на моем английском языке, но он, мой учитель был, где я неправильно сказала, он меня поправлял. И я ему говорила, в этом же диктатура и заключается, что протест нормальный снизу быть не может. Поэтому я не зарегистрирована ни как демократка, ни как республиканка.
но я не очень понимала еврейство именно демократической стороны и по отношению к истории Израиля, и к политике Израиля, что абсолютно неверно в корне. И опять-таки это все я узнала уже будучи здесь, но опять-таки благодаря тому, что у меня такая биография, я же во Львове училась. И польские евреи давно поняли, что нужно уезжать в Палестину. Тогда не было слова «Израиль» вообще. Говорили, что мы уезжаем в Палестину. Я напоминаю, что я в 1957 году поступила и закончила в 1963 году. Мало этого, мои первые курсы в 1970 году по педиатрии, чтобы получить там категорию первую, чтобы дальше расти, были у меня в 70-м году. Я даже хотела пойти, ну, я уже врач была с 7-летним стажем, и я уже хотела пойти, дядя Боря говорит, ты не можешь, ну, ты меня обидишь, ты должна жить у нас. Ну, в общем, я, конечно, жила у них, но дело, и я все родня, их вся была во Львове, и, соответственно, польские евреи уезжали тогда, ну, не в Израиль, а тогда, хотя это уже было, ну, 60-е годы, но они все равно называли это Палестиной. Никто не говорил, что это Израиль. И я уже была немножко в курсе дела истории Израиля, истории Палестины. И когда я сюда приехала и поняла, когда я увидела, что в своем подавляющем большинстве и профессура, и вот эти все люди, евреи, голосуют за демократов, для меня это было дико. И вот я сидела в синагоге на одном из праздников Йом-Кипур, и сидела рядом со мной американка. И я была уверена, зная, что все американцы, они демократы. И она была на моей стороне. И она мне сказала на английском языке, естественно, другого языка не знала, что наши джу, они crazy, типа, они не понимают, что они сами себя уничтожают своей поддержкой вот этого антисемитизма, который прикрывается тем, что это Израиль. Вот это для меня удивление. Но при всем моей любви моему учителю, он, правда, ушел, он не дожил. Тогда действительно не было большой разницы, честно говоря, между демократической партией и республиканской. Для меня, как изучающей и интересующейся всеми этими вещами, для меня было ясно, но демократы – это меньше правительства, то есть больше правительства, больше государства, чтобы оно вмешивалось в всякие процессы. Возможно. А республиканцы меньше. Вот была вся разница. И всегда находилось то, чем я гордилась всю свою жизнь. Когда я ездила и впервые была в Вирджинии, увидела этот памятник этому полковнику Ли, и у меня было такое чувство гордости за эту страну, что была такая страшная, кровопролитная гражданская война, и памятник полковнику Ли, который был на стороне южан. А во что сейчас превратилась наша страна? Поляризован. Вот таких центристов остался Байден, но, к сожалению, он, как врач говорю, все-таки возраст играет свою роль. Есть в таком возрасте еще совершенно, у нас в нашем клубе любителей книг есть член клуба, в чьей голове, его почти 100 лет, Байден мог бы позавидовать, честно говорю. Как на вас повлияло то, что случилось в Израиле 7 октября? Сказать, что мне повлияло, я вам просто не могу ничего сказать. Это был такой шок, не только для меня, для всей моей семьи, для всех моих родственников, для моего внука любимого, для всех абсолютно это был удар. И совершенно несколько дней прошло, когда умерла моя любимейшая, потому что, так как я живу одна, у меня там источники информации, кроме компьютера, еще есть и радио.
И была у меня такая любимица моя. Я ходила навстречу к ней в театральную гостиницу нашего Дэвидсон радио, Лариса Герштейн, которая была авторская передача в течение многих лет. Израиль был, есть и будет. И она вела передачу «Полный шалом» с покойным Виктором Топалером, который был известным телевизионным и радиожурналистом. И эта женщина была моей любовью. Она, к сожалению, умерла. И вот эти несколько дней, в которых она еще была, и рассказывала эти подробности ужасов, потому что у нас, к сожалению, меня нету таких двоюродных. У меня мама была единственным ребенком в семье, папа, у нас нет таких близких. А далекие какие-то родственники, мы не очень можем такую... Друзья у моих детей есть, они звонили, конечно. Вот. Ну и дети мои дважды были в Израиле. Моя дочка и зять. Я была один раз в Израиле. И думаю, что теперь можно свободно умереть, что я была на этой земле. Вот. Но как я пережила, так как все нормальные евреи переживают. И считаю, что это был геноцид, и то, что произошло после этого, и это взрыв этого антисемитизма. И я даже не знаю, к чему взывать, кому взывать и как взывать. Вот. Для меня это такая же трагедия, как, ну, конечно, несопоставимо по ужасу, потому что это наша кровь, но для меня и большая, глубокая, кровавая рана, и то, что происходит с Украиной. И как это не звучит парадоксально, ортодоксально, да, был государственный антисемитизм, да, были, которые как бы с молоком матери что-то не слышали про евреев, не без этого. Я не отрицаю. Но в целом мое окружение на работе, я купалась в любви и уважении. Я не могу смириться, когда мои подружки, которые остались там, кричат «за что?». Так вот, точно так же, как и израильские «за что?». Те за то, что они евреи, эти за то, что они украинцы. Получается одно и то же. Ведь понимаете, что такое геноцид? Они вот начинают говорить, и мне говорят, ну почему вы говорите так много слов? Геноцид – это когда тебя уничтожают только за то, что ты принадлежишь к этой национальности. Все, других причин нету. Не просто ты, потому что не нравится тебе строй, или потому что ты там не подчиняешься, нет. И вот то, что они сотворили 7 октября, и когда она начала рассказывать, как грудью игрались на площадке, Ларисочка Герштейн, у меня было просто, я ни ночь не спала, ничего, когда я узнала об этом ужасе. Ну и у меня интернет, вы сами понимаете. Я слушаю все, что могу, и лучшее радио, и 9 канал, и 1 канал, и моего Сергея Услендера. Ну, в общем, слушаю, смотрю, вижу. Все вижу, да. Вы сказали, у вас есть студенты сейчас. А чем Есть. вы занимаетесь? Я сказала, у меня нет. Я прошу прощения за ошибку, у меня студенты были, когда был Zoom, по Zoom. Когда уже разрешили открыть, у меня сейчас 2 учеников, тоже students, которые уже офлайн, благодаря нашему центру. А что вы сейчас им преподаете? Ну вот устную историю. Они это учитель истории, его зовут Джозеф. Но я не знаю, как это все делается. Вот технику я могу, обратитесь к руководству, к нашей любимой Яночке Абрамовой. Она вдохновитель и организатор вот этих вещей. И поэтому он происходит, и дети интересуются. Там и сирийские евреи участвуют в этой программе, и какие-то из других стран, из Восточной Европы и так далее. А мы вот из бывшего Советского Союза, поэтому нам дают учеников, которые выходцы из бывшего Советского Союза. Будь то Россия, будь то Украина. Вот у меня сейчас 2 ученика, их зовут Джейкоб и Джозеф. Да. Ясно.
Что вы еще хотите добавить? Может, я у вас не спросила, связано с войной или эвакуацией вашей семьей? Я бы добавила насчет эвакуации моей семьи лично. Я скажу, но добавить я могу, этот кусочек именно переживший Холокост, это история семьи моего покойного мужа. Потому что мой свекр, отец моего мужа, был профессиональным военным. Поэтому он еще служил в советской армии до начала войны. И он после пакта Молотова-Риббентропа, он с войсками зашел, когда разделили Украину западную, так называемый город Станислав. Теперь он называется Ивано-Франковск. Это был 1939 год. Как кадровый офицер, он был кадровым офицером. И у них была домработница, это лично мне рассказывал мой свекр. А моему мужу тогда было 2 годика. И у них домработница, которая разговаривала с ним только на польском языке. Она была полька. И она сказала моей свекрови, вот уже шла мировая война. Это уже 39-40 год. И она говорит, уезжайте отсюда немедленно. Немец сначала будет уничтожать всех евреев, а потом он будет славян уничтожать. И моя свекровь работала в воинской газете, прекрасной армии там, газете. Короче говоря, там шел какой-то грузовик, она забрала моего покойного мужа Юра, и дорога шла на восток. То есть, как ты не хочешь, из Ивано-Франковска ты должен был проехать через наш город Проскуров. А тут у нее было множество братьев, сестер. Там сестер не столько, сколько братьев, но и сестры тоже были. И она им говорит, немедленно собирайтесь и уезжайте. Придет, она такая, у нее была очень такая живописная речь. Она сказала, вы не послушаете меня, ваши трупы будут в Южном Буге, в реке. И один из братьев сказал, что ты слушаешь эту комсомолку? Они ждут немца, потому что они ненавидели советскую власть. И они решили, что вернется там какой-то бизнес. Ну, в общем, это старший. Моя свекровь была самая младшая. Она родилась в 17-м году. Ее матери уже было 52 года. И вот она уже 17-го года, она уже была советским ребенком. Поэтому мне сказали, что вы слушаете эту комсомолку. Всех абсолютно уничтожили. Все до одного. Единственное, кто остался в живых, на его глазах расстреляли его жену, 2 детей, а его просто ранило в ногу дядя Давида, я его прекрасно помню. Это его сына Мишу, это его уже, который 2-го брака после войны, двоюродного брата. И он просто по трупам вышел из этого рва и пошел в сторону Черновиц, а там румыны были уже. И румыны это все-таки были не немцы. И она там выжила. Он выжил и его нашел там жену. Моя свекровь называла румынкой. Она просто оттуда всех она его, ранение у него было, все-таки ранение какое-то, она его выходила, и он на ней женился. Тетя Буси, я ее очень любила. Тоже еврейка, румынская еврейка. Чудеснейшая женщина была. Это был его 2-й брак, дяди Давида. Так что он единственный, оставшийся в живых из всех них. А благодаря тому, что она вывезла Юру, и Юра остался жив, точно так, как я. Вы не знали имена тех погибших? Ну, я только знала дядю Давида, который, я назвала его Давид. Ну, Давид, это не важно.
я его знала, а их, к сожалению, я ничего не знала. Ну, кто тогда рассказывал, боже мой. Тем более, что моя свекровь, скажем так, не в самых лучших была таких отношениях с ним, ну, это уже такое. Поэтому, ну, это мои племянники все время мне задавали вопросы, и то, что я помнила, я им рассказывала, и это все вошло в эту книжку, которую написала. А тогда, ну, жизнь была такая, что никому не приходили. Все были как рано. Мы приходили только к месту, где стоял этот камень. У нас 2 памятника в нашем городе. Один жертвам Петлюровского погрома 19 года и жертвам фашизма другой огромный. И там наши родственники есть, и там наши родственники есть. И сохранился благодаря тому, что в Украине сохранился архив. И в этой книжке моей, вот она с собой, там все документально описано. И описано. Как называется эта книжка? Она собой, я могу ее просто показать. Да, она называется «Дорога домой» в черном мешочке. Вот она называется «Дорога домой». И я там пишу, чтобы наши дети, внуки знали, откуда мы родом. Thank you. Чтобы... Вот такая книжка. И там есть все документы абсолютно. И допроса, который делала прокуратура моему деду, когда его репрессировали. Это абсолютно уникальные документы. В архиве сидела моя троюродная сестра, которая видела абсолютно все записи, как погибали моя прабабушка, в каких мучениях она умерла в этой больнице, и дядя Шмил, который, ну, в общем, все абсолютно тут документировано. Очень интересно. Мы можем потом... Да. Оператор может потом снять это. Да, он может потом, потому что здесь и архивы папиной награды, за что получил. Она, вот все здесь в этой книжке есть. А все, что писано, это моя рука, то, что просто напечатано. А ну, снимки, естественно, конечно, и семейные, общесемейные, и там документы, который очень интересный, потому что над ним работал и мой старший племянник. Был сейчас закрыт этот мемориал, очень интересный, где за что, за какие подвиги, кто получал, какие награды. Вот такая книжка. Она посвящена моим предшественникам. Спасибо, Лапочка. Все, можно отдать книжку, да? Скажите, что бы вы хотели пожелать будущим поколениям, которые, может быть, услышат ваше интервью? Я бы хотела пожелать, первым, не забывать, откуда они родом, не забывать свои корни. Если где бы то ни было, жизнь очень несправедлива. Она может нас разбросать по всем уголкам, но мы должны помнить наши корни, откуда мы и кто. Это первое. И это всегда помнить. И изучать историю, потому что никакая пропаганда ничего не дает. Всегда, вот мое кредо, изучать материальную часть. То есть без наличия фактов о том, что кто-то сказал, это не история. В каждой семье есть история. Стараться узнать эту историю. И быть достойными своих предков, своих родителей, бабушек, дедушек. Вот это я хотела пожелать. Спасибо вам за ваше время, за ваше интервью. Thank you very much. You're welcome. 3, 2, 1. Расскажите, что это за документ? Вот это слева, вот это, да, документ, это справка, о которой я говорила, выданная была уже после смерти дедушки, о том, что он реабилитирован. А вот тут так и пишется.
прокурор Каменец-Подольской области, советник юстиции старший Прокопенко, рассмотрев уголовное дело номер такое-то, такое-то, поступило из УМГБ, ну КГБ, Каменец-Подольской области, по обвинению такая-то статья, такая-то Украинская ССР, приняли во внимание, что дело расследовано достаточно полно, и определительное обвинительное заключение соответствует материальным делам, состав преступления, заключение соответствует материалам дела. Это было в марте, 25 марта 1953 года. То есть его обвиняют там всех этим статьям и дают ему эту статью. А дальше написано, это не реабилитация, это тогда, когда его посадили, это конец следствия. Надо посмотреть где-то, я плохо видела, где реабилитация, солнышко. Я думаю, что это не то. То есть это тоже то, но это начало, когда его посадили. Это обвинение, которое... Вот, это обвинительный приговор. Но тут же есть и справка о реабилитации. Спасибо, Джеймс. Да. В конце книги у нас общие. 3, 2, 1. Расскажите, что это за документ? Значит, если предыдущий документ был об окончании следствия и приговора суда, это был март 1953 года. Быстро рассмотрели. Он, значит, забрали его 11 февраля, а в марте уже был приговор. Окей? Значит, а вот это документ, это от апреля 1961 года, это о том, что рассмотрено Верховным судом, и нету действий там его, еще как бы его подельником, там не он один. У меня-то дома была еще, но я где-то потеряла, таки лично его реабилитация, просто написано черным по белому, что в составе, в его действиях нету состава преступления. Спасибо. And 3, 2, 1. Слева направо скажите, кто является в этой фотографии. Значит, слева направо сидят на полу снизу. Так. Можно говорить, да? Значит, да. Снизу. Это мой внучатый племянник Эйтан Натанзон. Эйтан Натанзон. Это Исаны, моей сестры, сын и внук, который кардиолог работает. А сын Алекс Натанзон. Слева направо. Итак, Эйтан Натанзон, Алекс Натанзон. Рядом с ним Дмитрий Лакштанов. Это племянник, это моей младшей сестренки сын. И его папа Леонид Лакштанов. Он ученый, химик в Академгородке живет, и он сейчас в Дании работает, в Копенгагене. Вот он сейчас прилетел его. Дальше идет мой родной племянник, тоже Лакштанов, Евгений Лакштанов, Женя Лакштанов. Следующее, это Мила Натанзон, это моей средней сестры, старшая дочка, она фармацевт. Это ее муж Сергей Клевцов. Это нижний ряд, да, Марьяночка? Да, да. Дальше идет верхний ряд, слева направо. Это Семен Натанзон, это муж моей средней сестры.
Дальше идет Женечкина жена Алена. Виден кудрявый мальчик за спиной моего зятя. Это Джашуа. Джашуа – это сын Алекса Натанзона. Джашуа. Вот. И впереди сидит это мой любимый зять. Это муж моей дочери. Дальше идет мой внук Юрий в красной такой футболочке, который лоер. Ну, это такая обстановка непринужденная. И за ним Гриша, который внук моей младшей сестренки. Дальше идет моя дочка Марина в такой полосатой кофточке. Это моя дочь Марина, а над ней тоже племянница моей младшей сестрички Любочки, Алиса. Олеся ее зовут. Так. Извините, как вашего зятя зовут? Как вы говорите? Моего зятя Миша, Майкл Поташник. Моего зятя зовут Майкл Поташник. Рядом с ним мой внук и моя дочь. И дальше следующее иду я. Вот мы нас три сестры, вот мы трое сидим. Это Майя, Люба и Исана. И за вами? А за нами идет, значит, Арон Лакштанов. Это уже моей младшенькой сестренки, внуки. Вот не видно Арины, Арон и Арина. Там Катя, их мать, невестка, Димочкина жена. Алена, Димочкина жена. Верочка, Вероника, жена Алекса Натанзона. Белые кофточки, это хозяйка дома. И там очень красивые рисунки. Мой тоже воспитанник Эйтон очень красиво рисует. Ой, какие картины он рисует. Я 5 лет была. Я тут что-то разлеглась, как королева. В этой сумке, в этой книжке. Спасибо. Познакомились с вашей семьей. Да. Вот и все. Я благодарна. 3, 2, 1. А кто на этой фотографии? На этой фотографии те же почти, только в более узком составе. Это 2017 год. Вот. Вот лежит Джашуа поперек на ступеньках. Это их дом не в Раковой, а Раковой. Раковой вот это их дом. Вот. Лежит на ступеньках. Вот Арон уже такой большой. В красной такой штучке. Лакштанов вырос за 3 года, вымахал. Гриша Лакштанов и Олеся Лакштанова. Это мои племянники от моей младшей сестренки, которая там наверху стоит рядом со мной. Вот это вторая ступенька. И, наконец, на самом верху это Катя, невестка моей Любочки, ее вторая невестка, ее маленькая, уже прибавилась в 17 году семья, Марточка, вот ей сегодня, кстати, сегодня ее день рождения, Женя Лакштанов, Дима Лакштанов, тут я стою, это наш Ленечка Лакштанов, и моя сестричка Любочка, мой зять Миша, это ее младшая тоже от старшего сына Аринка, моя дочка Верочка и Алекс Натанзон. Моя Дося и Верочка и Алекс. Вот это все. Это в таком более узком составе. Вот. Но это 17-й год. 2017 год. Спасибо. Спасибо.